Здравствуйте, девочки! Добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за добрые слова, за лайки, подписки, комментарии. Благодарю вас. Смотрим, внимательно слушаем, думаем и помним. Расклад общий, и вне зависимости от кого бы то ни было или чего бы то ни было, в том числе и от результатов именно этого расклада. Мои хорошие, любим себя, балуем себя, радуем каждый день себя чем-то, пусть маленьким, но для себя сделайте. Не ждите, когда кто-то придет и для вас что-то там сделает, какой-то жест красивый. Сами себя балуйте, мои хорошие. Никогда не сдаемся. Вы и только вы творец своего счастья. Тема сегодняшнего расклада. Что приходит в вашу жизнь, что уходит из нее. Для начала делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит смотрим расклад до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Да, муза, райская птичка, харизматичная, для многих мужчин архетип любовницы, ухоженная, красивая, энергетически наполненная, женщина, от которой можно подпитаться этой энергией, женщина-зажигалочка, на позитиве. Такая женщина не будет цепляться за мужчину там и плакаться. Скорее вы наоборот. Решаете все свои дела, при этом с улыбкой, ручки не опускаем. Видите, свет в конце в туннеле, идете туда, в этот тоннель, да? Тут больше об энергетике, да, позитивной. Тут больше о том, о том, что вы, опять-таки, повторюсь, не опускаете эти ручки, оптимистка. И, в принципе, можете вести за собой людей, вдохновлять их. Мужчин, женщин. Тут и женщины с вас пример берут. Где-то, может, чисто по-женски подсматривают за вами и какие-то, может быть, не знаю, там, повторяют. Может, ну, не знаю, там, может, какие-то ваши манеры. Может быть, умение находить общий язык, там, коммуникации выстраивать с мужчинами. Тут как будто бы такая женщина там умеет компоновать элементы гардероба, подчеркнуть свои какие-то достоинства. Это все сюда. Но сердечко разбито. Сама по себе яркая птичка, женщина-праздник, но очень часто, если такое сочетание у меня проигрывается, знаете, и тут, смотрите, подарок. Вы можете быть для мужчин, ну, тут все-таки любовная сфера больше проигрывается, если сердце разбито. Для мужчин вы можете быть этим подарком по судьбе, но при этом такое создается впечатление от этих карт, как будто бы им и не нужно много прикладывать усилий для того, чтобы вызвать у вас вот какие-то позитивные эмоции, заслужить это ваше внимание. Может быть, вот это ваше... Но опять-таки, ваше состояние вот такое вот, оно само по себе такое, это классно. Но многие мужчины, они воспринимают как должное. Вот вы такая есть, зачем еще стараться? Угу. Вышла у меня карта ведьмы, ведающей, женщина, обладающая тайными знаниями, мудрая. Женщина, у которой этот опыт уже наработан, может быть, болезненный опыт. Тут и с мужчинами могли быть, да, уроки такие, довольно-таки, правда, болезненные для вас. И, в принципе, как разочарование во взаимоотношениях, в принципе, с людьми. Может быть, в коллективе, с близкими даже. Не обязательно тут мужчины. Ну, тут везде прослеживается, конечно, мужчина, невозможность каких-то взаимоотношений. При этом карта хамелеон и карта подарок. Я могу это считать, не обижайтесь, но я могу считать, что вы готовы были для этого мужчины на очень многое, ради этого мужчины. Ну, где-то приспосабливались, где-то даже удобно становились. Может быть, чтобы то ли он выбрал вас, то ли оставался с вами в этих взаимоотношениях. Если конкуренция там какая-то была, опять-таки, вы как сознательно, может быть, усиливали вот эту энергетику, старались стать лучшей версией самой себя и показать, ну смотри же ты, я же идеальна. Там, ну, идеальных не бывает, но вот я же подарок такой. Почему? Почему ты
то ли меня обесцениваешь, то ли, ну, уж не знаю, там, если опять-таки конкуренция какая-то, выбор, может, кастинги какие-то условно этот мужчина устраивал. У кого-то начали увлекаться эзотерикой, психологией после этого болезненного опыта в любовной сфере, где карта невозможно говорит о том, что невозможно было то ли сохранить эти отношения, то ли выстроить как-то экологично. Ну, для вас это был очень болезненно, и, скорее всего, это наложило отпечаток, вот этот опыт, на всю дальнейшую вашу тут жизнь. И карта ведающая, это опять, может быть, ваше увлечение, опять-таки, эзотерикой, психологии, это оттуда растут ноги, да. Может быть, в обычной жизни, там, общаясь с там, подругами вашими, вы не могли для себя до конца там понять, осознать. И, может быть, с этим мужчиной даже какие-то вопросы возникали, а вы не могли понять, кем вы друг для друга являетесь, и к чему эти отношения ведут, и почему так все складывается. Тут у кого-то какая-то прям закономерность. Чем больше вы старались, ну, не буду говорить некрасиво, удержать этого мужчину, но прикладывать усилия для того, чтобы этот мужчина вас выбрал. Тут тем больше шло это обесценивание. Это на самом деле очень логично. Как будто бы изначально вы этому мужчине дали понять, что он для вас очень важен, очень ценен. Это здорово, когда люди могут это принять, понять. Это когда люди здоровые, психически, психологически, да. Когда люди знают, ну, скажем так, себе цену, не самоутверждаются за счет, вот, может быть, женщин. А тут какой-то такой нюанс, где вы корону этому мужчине, можно сказать, начистили, и где-то тем самым, может быть, себя отчасти обесценили. Или, в принципе, все пошло как-то вот не так, как вы планировали. Все могло изначально классно складываться. Ну, а потом вот все-таки карта хамелеон и подарок. Знаете, такое у меня создается впечатление, вы сами по себе обалденная, классная, другие, может, засматриваются, слюнки текут, в принципе, куча там комплиментов, восхищения. И, ну, тут как будто бы, может быть, нужно просто было даже то ли отстраниться, то ли дать реально мужчине возможность выбрать, осознать. А вы могли вот из боязни его потерять, ну, как будто бы передавить эту ситуацию. Ну, у кого-то так может проиграться. Такая у меня вышла, девочки, сигнификация на вас. Подпишись на канал и поставь лайк. Итак, что приходит в вашу жизнь? Что уходит из нее в ближайшее время? Что приходит, что уходит? Что приходит в вашу жизнь? Что уходит из нее? Что приходит в вашу жизнь? Что уходит из нее? Ух ты, прям переворачиваются карты, перевернутые. Так, ладно. Что приходит в вашу жизнь, что уходит из нее? Начинаем. Итак, наверное, а что мы посмотрим? Наверное, посмотрим, что уходит из вашей жизни. Какие энергии, какие люди. Да? Так, что уходит вначале?
Мгм. Смотрите, что уходит из вашей жизни? Какие-то ситуации очень некрасивые с друзьями, тут именно друзья, их проявления, там, где вам свинью подложили, там, где вы вкладывались во взаимоотношения, там, или в принципе расположены были замечательно, доверяли, может быть, друзьям, а в ответ то ли свинью подложили, то ли в какое-то, знаете, такое, как у кого-то обесценивание, у кого-то какой-то поступок друга вашего мог вас выбесить, карта ярость, что-то такое какое-то поведение, ну, элементарно даже, я не знаю, мог вдруг вы договорились там то ли встретиться, то ли вы там специально потратили очень много времени, все там свой график как-то подстроили, дабы эту там поездку какую-то организовать, в принципе, встречу, или там приложили усилия, там помощь какую-то оказали, а столкнулись с каким-то, то ли вдруг забыл, то ли у него свой график какой-то, он не посчитал нужным его подстроить под эту встречу, хотя ему, может быть, это даже больше нужно было. Я просто как пример привожу, такое бывает тоже. Ну вот как свинью какую-то подложили, или в принципе тут кто-то с друзей мог тоже, как вариант, что-то какое-то нелицеприятное сказать. Некоторые так называемые друзья могут и за спиной что-то такое сказать, при этом вот то, что вызывало у вас ярость, раздражение, в принципе отторжение какое-то, но это друзья. Вот это уходит, вот это вот какая-то ситуация, в принципе, то скорее всего ваши реакции, ваши, ну, давайте я уточню, так. Какое-то ваше состояние, видение этой ситуации, может быть, уходит. Урок какой-то вы вот проходите, девочки, вот именно с друзьями, с их проявлениями, может быть, у кого-то прямо раскладывается по полочкам, для чего мне это нужна была ситуация. Может быть, для того, чтобы какие-то в моей жизни приоритеты более четко были как вырисованы, да. Может быть, и для того, чтобы вы для себя кто-то осознал, что, ну, друзья, это здорово, это классно, они должны быть, но, скажем так, не нужно где-то себя на алтарь этой дружбы как бы бросать, да, жертвить. У кого-то, может быть, тоже ситуация такая бывает. Вот у меня недавно такая была, противоставление подруги из далекого прошлого и моего мужа тоже. Они в контрах. И да, я была между двух огней. И мне приходилось как-то выживать в этой ситуации. Не хотелось терять ни одного, ни второго. Так как, понятно, дороги обои. Тут как будто бы вот тут какая-то такая ситуация, карта карма. Урок вы проходите, вы для себя четко понимаете. Может быть, опять-таки, для кого-то это ценность дружбы, может быть, для кого-то ценность самой себя. Вот такое. Понимаете, что время не бесконечно, шансы не бесконечны. Может быть, даже где-то кто-то осознает, что не нужно зацикливаться даже на этой энергии. Может быть, вокруг вас есть новые люди, с которыми вы тоже можете построить классные взаимоотношения, и при этом никто вам не будет эту свинью подкладывать. Вы понимаете, да? Так как люди тоже, вот друзья, с которыми мы дружим, да, уже десятилетиями, может быть, люди же меняются, и мы меняемся, но мы помним очень часто тех друзей, допустим, какими они были в детстве. В принципе, как-то, может быть, романтизация этой дружбы. Иногда нужно со стороны посмотреть, отойти, да, на ситуацию, вот на человека, только каким он является сейчас, на данный момент. Более того, осознать, как он проявляется к вам вот на данный момент. Не так, как раньше там была у вас там какая дружба. Это нужно беречь. Это я не обесцениваю, упаси Господи. Но иногда очень важно, знаете, как трезвыми глазами посмотреть на то, что происходит сейчас, в данный момент. Вот тут у кого-то, вот, меня радует то, что вы вот этот урок проходите, осознаете. Так, это все закрывается гештальт. Так, у кого-то, смотрите, очень интересно тоже, что уходит из вашей жизни. Ощущение, как будто бы в золотой клетке с какой-то нарцисс тут.
Знаете, тут кто-то мог сидеть долгое время и вот этих ждуньях, да, архетип ждуньи. Вот жду, пока там нарцисс, тут в данном случае это мужчина, улыбается, себя целует в зеркало. Я не буду говорить, что тут вы находитесь в этой золотой клетке, что у вас тут этот нарцисс вам это предоставил. У кого-то может и так, да, рядом находится этот нарцисс, а вы в принципе в каких-то ограничениях, то ли ограничения это свободы, материалки. Но тут золотая клетка это подразумевает, что материальным человек как будто бы компенсирует. А может быть суперконтроль какой-то. Может быть даже вы жертвите сознательно. Тут у кого-то и так может проиграться. Так вот, тут в общем историю рассказывают о том, что где-то получается вам из этой клетки, я так понимаю, выйти. Клетки где-то ожиданий, тщетных ожиданий, может быть даже иллюзорных, потому как нарциссы очень часто, знаете, вот наигрались ну, с определенной жертвой очередной и идут искать новую. В принципе, для них очень важно, чтобы были вот эти запасные аэродромы, чтобы женщина сидела какая-то и ждала постоянно. И вот вы могли пребывать в этом каком-то ожидании, да, карта возможностей. Вот-вот у меня будет возможность с ним то ли построить отношения, то ли возобновить, то ли еще что-нибудь. И тут карта смерть. Как будто бы, я так понимаю, что это во благо вам. Тут оно как будто бы разрушается, вот это вот ваше ощущение того, что вы сидите и ждете. И ничего не происходит и не происходит. И возможности вроде бы какие-то иллюзорные есть, но опять-таки их не берете, ну вот это вот как будто бы это уходит. Так, что еще уходит из вашей жизни? Вот тут интересно как-то, сделка с дьяволом какая-то была, я так понимаю, то ли заключена, то ли в принципе вы последствия этой какой-то сделки, так называемой, с дьяволом, вы разгребаете. Почему я так говорю? Я вот тут надо так интересно. Сейчас я буду это дополнять, уточнять. Это каким-то образом, карта букет, у кого-то это романтичные взаимоотношения, может быть влюбленность, может быть карта букет очень часто проигрывается, когда вот эти такие ощущения, как конфетно-букетный период, да, вот такая какая-то романтика, тут что-то такое. Так вот, тут будто бы такие странные, опять повторюсь, карты. Вы могли тут, в принципе, могли тут кого-то и подвлюбиться, могли кому-то дать шансы тому, кому не нужно давать, или попытались, может, с кем-то флиртовать, или пытались выстроить какие-то отношения такие, которые изначально, знаете, было много «но», или отношения трудно реализуемые, или неодобряемые социумом, или, в принципе, какие-то стрёмные. Вот мне такое слово. Опять-таки, вы могли этим жить, гореть, вам хотелось почувствовать себя красивой, вот такой какой-то, ну, как цветочек тут прям, может, расцвели, цвели и пахли. Но тут как будто красная такая нить проходит. Почему я так говорю? Тут как будто бы, в принципе, сделка с дьяволом, это одно. Уже видите, какие когти тут у дьявола. Уже это чревато, знаете. И тут карта соль. Мне показано, что вы тут могли как вот параллельно последствия вот этой какой-то романтичной даже, не знаю, там, то ли встречи, то ли общения, как будто бы шаг вперед, три назад, как будто бы, как это, попытаться нивелировать какой-то негатив. То есть, если там пофлиртовали с каким-то мужчиной, оказалось, что он не свободен, вы тут же могли там на вытянутую ручку как-то вот такие какие-то делать шаги, знаете, я же говорю, шаг вперед, три назад. Это могло, кстати, этим дьяволом, каким-то партнером восприниматься как ваши манипуляции, как какие-то даже продуманные манипуляции. Но вот это я уточню. Как будто бы вы очень хотели вернуть себе гармонию. Тут кто-то неожиданно для себя мог там где-то увлечься, подвлюбиться, и при этом понимать, что на самом деле эти отношения не нужны, ничем хорошим они не могут закончиться, и слишком много «но», и это чревато. Тут вот такое какое-то. Опять тут карта соль, это попытки где-то ситуацию вывести на какой-то такой уровень, где вам будет комфортно. Может быть, опять
знаете, где-то рамочки, границы так выстроить и сказать, да ничего не было, ничего тебе показалось, там, вернуть эту гармонию. Но тут почему-то как будто бы вот эта вот сделка с дьяволом, ваше желание тут свести и пахнуть, может флиртовать, может почувствовать себя вновь такой какой-то яркой, желанной, интересной. Вот это вот все вместе, и дальше желание ваше при этом пребывать в спокойствии, в гармонии. Вот тут какое-то сочетание несочетаемого. Это как-то уходит. Может быть, эта история какая-то заканчивается. Ваша с вами связана. Уходит какая-то история из прошлого. Ваше не очень комфортное состояние, тут карта тучи, ну, эмоциональное и, в принципе, какое-то такое состояние, карта сад в социуме. Вы какое-то время себя ощущали, может, дискомфортно, неуютно, как не в своей тарелке, вот в каком-то обществе, то, которое вас окружает, может, это коллектив, может, это, в принципе, уже не знаю, там какие-то знакомые, то мне такое идет, что вот, это негатив, это уходит. При этом в принципе, мне идет такое, как будто бы вы будете думать над своим будущим, и, может быть, сейчас фокус внимания туда, в будущее, в какие-то ваши проекты. Тут карта расходы, карта книга. У кого-то это обучение, получение образования, у кого-то это курсы повышения квалификации. Как будто бы фокус где-то даже с личной жизни больше вы будете сейчас смещать на свою реализацию, на раскрытие своего потенциала. У кого-то тут реально, это я уже не спрашиваю, что уходит, это я дополняю. Ну, вы должны быть готовы к тому, что будут расходы у вас. Расходы связаны именно с каким-то обучением. Опять-таки, может быть, это обучение будет потом вами, ну, успешно, все то, что вы там получили, да, эти уроки, знания, это будет все успешно применяться для, опять-таки, вашего счастливого будущего, для вашей карьеры. Вот так вот как-то так, девочки. Ну, неплохо. Вот это вот так часто, у меня такие вот сочетания, часто это бывает, когда, знаете, вы знаете, что там кто-то вам симпатизирует, и периодически может человек как-то так хитренько к вам проявляться. Часто это мужчины несвободные так себя ведут, или мужчины, которые до конца не определили сами, чего они хотят. Вроде вы могли там, ну, не буду говорить, давать там ему шансы, там, поулыбаться, как-то пофлиртовать, и это неожиданно могло вас привести в какую-то ситуацию, в которой вам уже потом было некомфортно, и вы пытались как дать заднюю, и как-то все так это подвести ситуацию, дабы опять вернуть себе эту гармонию. Вот. Так вот у меня, вот вообще, в принципе, это как ситуация, это уходит из вашей жизни. Слава Богу. Какой-то как конфуз какой-то. Как будто бы оно вам и изначально не особо было нужно, но в моменте вы могли самоутвердиться, кайфануть, почувствовать себя такой, знаете, принцессой, женщиной, ну не вампа, красоткой какой-то роковой, да, и так приятно. Сами себе сделали приятно на пару секунд, а потом думали, боже мой, что мне с этим всем делать, да? Думаете, нафига оно мне вообще надо было? Ну, такое. Так, ну вот это что-то мне вот показано, что это уходит из вашей жизни. Так, давайте посмотрим, что приходит в вашу жизнь. Ух ты, как интересно. Сейчас. Знаете, как мне хочется считать? Мне хочется это считать. Вы, если какое-то время чувствовали себя, ну, не до конца там, может быть, в чем-то вот такой наполненной. Это карта муза, харизматичная, яркая, наполненная, живая, энергетически, говорю, как вот классная такая энергетика, супер. Это могло у вас, знаете, как могла череда каких-то тут неприятностей в вашей жизни случиться, и вы даже на время забыли, что вы такая сама по себе, по своей природе. То тут, вот, что приходит в вашу жизнь? В вашу жизнь приходит вновь ощущение того, что я такая. Какие были не были там невзгоды, препятствия, все равно у меня есть силы, я хочу там творить, вытворять что-то замечательное в своей жизни.
У кого-то тут прямо как второе, третье дыхание открывается. Так, сейчас, девочки. Так. Закрытие. Борьба. Строй. Ух ты, какие карты красивые. Так, все подряд читаю. У кого-то эта энергетика, в принципе, там порадуйте себя чем-то, да, вот мне так хочется это считать, там, дабы опять и снова почувствовать себя вот такой райской птичкой, красивой, может быть, какие-то там мелкие подарочки, уже не знаю, у кого-то это там поход у кого-то мелкие подарочки, а у кого-то поход там в салон красоты, у кого-то там бижутерия, ювелирка, еще, не знаю, какие-то туфельки, сумочки. Вот что-то такое женское, и вам это принесет кайф и радость. У кого-то эту энергию вы направите в дом. Может быть, элементарно отношения восстановить с ближними, родными, на вашей энергетике, кстати, сюда все это. Может быть, у кого-то ремонт текущий, у кого-то капитальный. Это все сюда. Вот такое, как будто будете заняты. Дальше вот странные какие-то карты. Так, что приходит в вашу жизнь? Какая-то информация по карте письма. Видите, женщина тут читает письма какие-то. Какая-то информация, та, которая вполне возможно касается вас. Она была сознательно скрыта от вас. Мало того, что это не проявленное, оно как будто бы, ну, то ли, может быть, даже я могу это прочитать. Да как будто бы эта информация до поры до времени даже где-то пребывала, вот как будто бы не время вам было ее понимать или на данный момент принимать. Даже как будто бы вы не могли ее до конца осознать. Вот если бы вам какое-то время назад она пришла, вот как будто бы сейчас приходит время, эту информацию вам ее доносят. Так, непроявлено. Это вас? Тупик, нет. Это о каком-то человеке. Мужчина. Да, мужчина, ключик. Смотрите, это, ну, тут информация какая-то непроявленная. Это в данном случае будет о мужчине, о каком-то, может быть, о его каких-то поступках, о его второй какой-то теневой там стороне. Или какой-то стороне, что, ну, не в теневой не в плане негатива, а в плане того, что то, что от вас скрыто было. Вот тут как будто бы вы эту информацию какую-то узнаете. При этом тут создается еще такое впечатление, как будто бы сознательно от вас это скрывали. Сокрытие. Человек прикладывал усилия, чтобы вы этого не узнали. Ой, как-то так. Вот это приходит. Так, это на вас. Карта сова, мудрость и ключ. Ну, где-то, я так думаю, ключ на этого мужчину, это как ключик к пониманию сущности этого мужчины. Того, каким он является. Может, приходит понимание того, карта еще сова, знаете, как будто бы мудрость. У кого-то четко в голове разложится любовь любовью, влюбленность, страсть, это классно. Но, допустим, узнаете какие-то нюансы из его жизни, там, или характеристика его личности, каких-то поступки его. Вот, и при этом это вот эти тут латексные эти перчатки, это скрыто. Это человек сознательно одевает все на себя, такое, чтобы, ну, как бы скрыть это все. И у вас может сложиться какая-то картинка такая резко, вот так, четко и понятно в голове. Ох, как хорошо, что у меня с ним ничего не случилось, не сложилось. Как хорошо, что, может, отношения куда-то нас, ну, на какой-то уровень не вышли, не вывели. В принципе, как будто, может быть, мы не подходили бы друг к другу, ничего хорошего там, по большому счету, кроме какой-то там страстной, яркой истории, у нас бы и не получилось, да. А вы в свое время могли там страдать и думать, боже мой, это мужчина всей моей жизни, я именно с ним хочу там серьезные отношения, там и деток хочу от него. Вот тут такое может быть, девочки. Тут важно даже не сколько эти письма, эти скрытые какие-то, скрытая эта информация, тут больше важно ваше как будто бы ощущение, понимание того, что, ох, как меня боженька отвел где-то. Как хорошо, что вот эта информация сейчас пришла, когда я могу уже, допустим, эмоционально не настолько болезненно это все воспринимать.
когда я могу это все рационально, все это по полочкам разложить и четко для себя осознать, для чего мне эта информация. Как будто бы эту информацию, даже если бы вам раньше дали, ну, вам, может, было там где-то больно, непонятно, но это не изменило бы ситуации. А вот сейчас это самое время. Ну, вот так как-то. Так, опять-таки, что в вашу жизнь приходит? Угу. Фух. А тут, девочки, какие-то эмоциональные у нас тоже качели, все говорю как есть. Так, борьба с кем? Это вы боретесь? Вы боретесь то ли с разбитым сердцем, то ли последствиями. Ну, любовь, какие-то... Любовь. Была любовь, да? Разбитое сердце, разбитые мечты, ожидания, иллюзии. Тут как будто бы борьба с вот этим всем. Ну, то есть где-то выздоравливаете, другими словами, девочки. Вот приходит в вашу жизнь. При этом, смотрите, периодически, почему я говорю эти качели эмоциональные, карта самонастрой. И это карта из магической колоды. И тут рядом карта магическая свеча. Вы можете даже где-то видеть какие-то подсказки вселенной, да? Может настроение там как где-то портится, сами себя накручивать. Вот тут же самонастрой. Как будто бы это в вас это сидит, девочки. Внешние факторы это одно, а то, что внутри там вас там уже там накоплены какие-то обиды. Хотя вы думаете, я уже все отпустила, проработала, а тут может периодически накрывать. Где-то можете сравнивать мужчин. Рассматривать, да, как под увеличительным этим стеклом какие-то негативные качества, уже как этим, как это правильно, клише, да, там, тот подходит для этого, а тот для этого не подходит. Вот тут что-то такое какое-то, как будто в вашей жизни может это такое происходить, как сортировка даже в голове мужчин. Ага, это вообще мне нафиг надо держаться подальше от таких каких-то ловеласов. Этот там какой-то там жадный, этот слишком какой-то тоскливо нудный, занудный, еще что-нибудь, девочки. Тут как будто бы вот идет какая-то борьба у вас. С одной стороны, вы выздоравливаете, и вы обращаете внимание на мужчин. А с другой стороны, тут прям как до смешного может доходить, да, уже как это все оно гиперболизировано. То есть, я говорю, как диагнозы можете ставить даже по какому-то одному мужскому поступку, по его проявлению. Тут вот что-то до этого. Ну, наверное, какой-то этап такой в вашей жизни нужно это прожить. Тут еще карта свечи, это идет, вот как будто бы сама же себя настроила, сама тут клише, я же говорю, штампы на этих мужчин поставила, и сами потом по карте свечи можете говорить, да нет, ну, не все так однозначно, вот тут и хорошие бывают мужчины, да, ну, что-то из этой серии, девочки. И приходит в вашу жизнь лекарство от всех бед. Меня радует то, что вы сами себя можете излечить, опять-таки, как вот здесь, смотрите, волшебный флакончик, тут цветочек внутри. Другими словами, вы можете как сами себя, вот этот самонастрой загнать в какую-то такую, ладно, пятую точку мира, да, при этом кому вопросы? Вопросы к вам. Вы это все можете гиперболизировать и накрутить себя, но дальше тут же сами себя можете излечить. Ну, замечательно. Сами себе психотерапевт, да. Что приходит в вашу жизнь по карте старейшины? Я так хочу считать, может быть, поток какой-то информации. Она действительно ценна. Она несет вам вот эту мудрость какую-то уже, может быть, способствует вашей осознанности, способствует тому, что у вас это все как вот раскладывается по полочкам. Вы четко понимаете, да, мне нужно идти туда, вот у меня такие приоритеты, меня радует то. Я сейчас в моменте кайфую от этого. Тут как будто бы познание самой себя. И старейшина это вполне возможно общение с какими-то людьми, которые, ну тут мудрость в первую очередь, да, опыт передают вам. Ну и сами вы становитесь такой опытной и мудрой. Все, такой у меня сегодня расклад, девочки, получился. И да, не забудьте подписаться, кто еще не подписан. Подписка, лайк, колокольчик, можно комментарий. Ну а те, кто уже подписаны и все это делают, большое вам спасибо, умнички.